Пожилой егерь Игнат Петрович больше всего на свете любил животных. И неважно, какое это было животное, дикое или домашнее. Последние 16 лет своей жизни он провел здесь, в глухой деревне, стоявшей у берегов реки, окруженной вековыми лесами. Но не всегда старик был егерем. Большую часть своей жизни он прожил в провинциальном городке, работая ветеринаром. Мужчина был одним из лучших специалистов в городе. Сколько он спас питомцев, просто жизни не хватит, чтобы их всех пересчитать. И жители городка знали его, как человека с достоинствами. Пока был молод, оперировал. Дорос до руководителя ветеринарной службы, а как руки стали уже не те, подготовил себе достойную смену и думал уехать. А как не стало его любимой супруги, так и вовсе решился покинуть город. Тем более, что ему по знакомству предложили должность егеря, поэтому выбор особо и не стоял, куда податься. Игнат Петрович быстро привык к новым условиям и к новой работе. Опыт работать с животными у него был огромным, он знал их повадки, да и вообще с природой был на «ты». А это, как ни крути в профессии егеря, самое главное. Домик у него был небольшой, но складный. С продажи квартиры денег с лихвой хватило, чтобы обосноваться с комфортом и сделать хороший, особенно по деревенским меркам. Стал Игнат вести небольшое хозяйство. Держал куриц, да огород по мелочи сеял. Ведь время на ведение хозяйства у него не так уж и много было, нужно практически каждый день ходить в лес, следить, чтобы все было хорошо, да за зверьем разным наблюдать. В один из таких весенних походов мужчина отправился рано утром в лес. Погода была пасмурная, небо затянуло, сплошная серая пелена. «Хорошо, хоть дождя нет», — вслух произнес егерь. Собрал самое необходимое в рюкзак, закинул на плечо ружье на всякий случай и отправился в путь, а путь предстоял ему не самый близкий. Несколько километров по еще холодному, весеннему лесу. В обход нужно было успеть проверить все кормушки, куда с первого снега, и всю зиму егерь подкладывал сено для прикорма животных. Лесная тропа петляла в разные стороны. Игнат Петрович шел вперед, вертел головой по сторонам. Когда слева, впереди увидел какое-то движение, он осторожно снял с плеча ружье и присмотрелся. В лесу всегда нужно быть начеку, поэтому такая привычка никогда не бывает лишней. На земле кто-то копошился, и несмотря на то, что расстояние было довольно приличным, казалось, что был слышен слабый писк. Игнат Петрович решил осторожно подойти и посмотреть поближе. Он старался не привлекать много внимания и, прячась за стволами деревьев, приблизился к месту. На земле лежала мертвая волчица, а на ней, уткнувшись маленькими мордочками в мамину шерсть, пытались сосать молоко волчата. Они слабо пищали и были на грани жизни и смерти. Осмотрев их, егерь предположил, что им всего пару дней от роду, и, скорее всего, волчица умерла при родах. Он быстро вытряхнул все лишнее из рюкзака и аккуратно уложил туда 5 пушистых комочков. Мужчина поспешил обратно домой, на сегодня обход был закончен. Вернувшись в деревню, егерь пошел по соседям искать козье молоко. Раздобыв еду, он стал кормить волчат из соски и надеяться на лучшее. Игнат даже не надеялся, что выживет весь помет. Но судьба оказалась благосклонна к зверью. Вскоре они уже вовсю носились по дому, кусая друг друга за уши. Такое хозяйство доставляет много хлопот старику, но он был и не против спасения чьей-то жизни. Она всегда была дороже всего на свете для Игната Петровича. За это его уважали и любили в родном городе еще когда он работал ветеринаром. Малыши росли и крепли, и маленький дом уже не мог выдерживать их постоянного озорства. Да и сами животные, казалось, уже измучились в 4 стенах. Отпускать в лес их было еще рано, поэтому егерь решил выпускать сорванцов во двор. Благо забор был достаточно высокий, чтобы волчата не разбежались по всей деревне. Весть о том, что у егеря живут 5 настоящих волков, быстро распространилась по селу. Большинство людей хорошо знали Игната Петровича как человека и как настоящего профессионала своего дела. Уважали и с пониманием относились к этой ситуации, но была в деревне и троица местных заводил, которые вечно были всем недовольны.
Но сами они были способны лишь на то, чтобы целыми днями принимать на грудь, да болтаться по деревне. Деревенские предпочитали с ними особо не связываться, мало ли что дуракам в голову придет. Вот они и стали возмущаться, мол, старик беду на деревню накличет, что волки эти людей бояться не будут, вернутся потом в деревню и всю скотину погрызут, или того еще хуже. Игнат Петрович не обращал на них никакого внимания. Он знал, что делает, и знал, что их домыслы были совершенно безосновательны. Но подлецы даже не собирались успокаиваться. Как-то вечером, хорошенько приняв на грудь, они заявились к егерю и стали долбить в калитку. Игнат Петрович прихватил с собой палку, с которой обычно ходит по лесу, вышел во двор и открыл дверь. Троица заплетающимися языками пыталась объяснить старику, что он не прав, и что нужно было оставить волчат подыхать в лесу, а теперь их нужно убить. Но на свои угрозы они получили совет убираться восвояси и проспаться. Тогда самый наглый попытался схватить Игната Петровича за грудки, но моментально получил палкой прямо в лоб. Он резко плюхнулся на пятую точку. Остальные струхнули, подняли товарища под руки и потащили обратно. Ну а тот в полубессознательном состоянии сыпал угрозы и проклятия. Когда малыши достаточно подросли, чтобы вести самостоятельную жизнь, старый егерь привез их на окраину леса, на старой буханке, которую ему одолжил сосед. Выпустил их на волю, но еще в течение долгого времени Игнат Петрович наблюдал за стаей и заботился о ней. Они себя периодически проявляли, показываясь лишь мельком, будто случайно, а егерь, особенно первое время, оставлял им прикорм. В очередной осенний обход старик отправился в лес и решил взять с собой пару корзинок, чтобы набрать грибов. Ружье брать не стал, что там делов-то, раз-два и домой. Он шел по знакомой тропе, по пути собирая добротные, белые грибы, и ловко бросал их в корзину. Тут впереди он заметил фигуру человека. Игнат Петрович прищурился, чтобы рассмотреть, кто это гуляет по лесу. Как в тот же миг прозвучал выстрел, и егерь рухнул на землю. Он стал отползать, чтобы укрыться за деревом, а человек продолжал стрелять. Пули проходили совсем рядом, но старику удалось забраться в укрытие. Мужчине было очень больно, пуля попала прямо в ногу, и камуфляжные штаны стали красными от крови. Мужчина осторожно выглянул из-за дерева и увидел, что фигура приближается. Стрелок стал выкрикивать невнятные угрозы и ругательства, и лишь тогда егерь узнал голос нападавшего. Это была та самая пьянь, которому старик прописал палкой между глаз. Он и в этот раз был пьян, может, поэтому и не смог попасть прямо в цель. Убежать с такой ногой не было шанса. Игнат Петрович приготовился к худшему. И тут справа показалась стая, несущаяся со всех ног в их сторону. Злоумышленник успел выстрелить, но промахнулся и был повален на землю. Несколько минут криков и борьбы, и все было кончено. На тропе осталось лежать лишь бездыханное тело. Вожак стаи подошел к старику и стал облизывать его лицо, а тот потеребил волка в ответ. Он был безумно рад снова увидеть своих маленьких волчат, превратившихся в статных, серых хищников. Старый егерь сделал повязку из куска рубахи и туго наложил на рану. Благо пуля не задела кость. С горем пополам опираясь на палку, можно было доковылять до деревни. Весь путь стая сопровождала его и смотрела за тем, чтобы старик благополучно добрался до места. Когда дошли до края леса, волки прощались с тем, кто заменил им когда-то семью. Вот такой удивительный рассказ. А вам спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. Всего вам доброго. До встречи!